Ничто не продает товар так, как женская красота. Судя по винтажным рекламным постерам, традиция привлекать моделей для рекламы игровых автоматов восходит к моменту их появления. Но когда же из украшений игровой индустрии девушки превратились в ее участниц? Ответ на этот вопрос вы получите прямо сейчас, в нашем новом фильме «Леди Геймер». Даже на рекламе самых первых аркадных автоматов, вроде Pong или Space Race, улыбались хорошенькие модели в мини-юбках. Но на самом деле девушки рекламировали игровые автоматы задолго до появления аркадных машин. Большинство производителей 80-х начинали свой бизнес еще до войны, в эпоху пинбола. К началу 70-х пинбол-машины достигли своего совершенства. Каждый автомат был настоящим произведением искусства, а в его электронной начинке использовались новейшие микропроцессоры. Variable rate with no limit on how much you can earn. That could mean a big score. Но вместе с ростом технологий выросла и конкуренция. Производители не жалели средств на рекламу. Еще никогда рекламные постеры не были столь откровенны и вызывающие. Казалось, в этом ярком мире музыки и света никогда не наступит зима. Но наступил 1978 год, и в залах пинбола стали появляться незваные гости. Стоит отметить, что окончательно вытеснить пинболы аркадным автоматам так и не удалось. И дело здесь не только в том, что их производили те же самые фирмы. Публика продолжала играть в пинболы и в 80-е, просто намного меньше. Конечно, конкурировать с видеоиграми было непросто, и производители пинболов прибегали к всевозможным техническим ухищрениям, чтобы хоть как-то привлечь игроков. Но помогало это далеко не всегда. В начале 80-х индустрию развлечений всецело захватили видеоигры. Красотки на рекламе убивали сразу двух зайцев. Не секрет, что основная аудитория игровых залов была мужской, и сексапильные модели были рассчитаны именно на них. Действительно, все эти космические стрелялки в стиле «Звездных войн» не слишком интересовали прекрасный пол. Но и когда появились более нейтральные игрушки, вроде Pac-Man или Frogger, девушки не спешили бросать монетки в автомат. Ведь уже сложился стереотип о видеоиграх как о сугубо мужском удовольствии. Часто игровые залы были расположены в подвалах или каких-то промышленных помещениях на отшибе и были для женщин просто опасны. Они там появлялись лишь в качестве сторонних наблюдательниц, сопровождая молодых людей. Рекламные красотки этот стереотип разрушали, пробуждая дух соревнования. Оказывается, играть могут и девчонки, и не только играть, но и побеждать, давая парням хорошую фору. И это сработало. В мае 1982-го журнал «Электронные игры» вышел со статьей «Women join the arcade revolution» – «Женщины присоединяются к аркадной революции». На обложке была девушка в облегающих джинсах и высоких сапогах, увлеченно играющая в автомат Centipede. Женщины официально прибыли в мир электронных игр. И не для его украшения. Эти леди умеют расстрелять сороконожку и взорвать астероид, и иногда намного лучше, чем любой мужчина. Похожая революция произошла в 50-х, когда залы для боулинга перестали быть только мужскими клубами. Затем в 60-х, когда девушки пристрастились к пинболу. Теперь им покорялся мир видеоигр. Заинтересованные в женской аудитории, зал аркадных автоматов стали размещать владельцы кинотеатров и семейных торговых центров, в которых играть можно было совершенно спокойно, не опасаясь за свой кошелек или жизнь.
Видеоигры — это самый быстро развивающийся вид развлечений в Америке. По всей стране люди тратят на игровые автоматы миллионы четвертаков. Мы решили взять интервью у нескольких местных игроков, чтобы спросить, почему. Ну, они мне нравятся, потому что заставляют думать. И они вдохновляют меня. Каким образом? Я чувствую, что я могу побеждать. Итак, не позднее начала 1982 года стройные ряды геймеров-мужчин начали пополняться девушками. Ответом разработчиков стали новые игры. И хотя назвать их полностью девчачьими было еще нельзя, они прекрасно подходили как для парней, так и для девушек. Вопреки устойчивому стереотипу о том, что видеоигры — это развлечение для школоты, согласно опросам, проведенным журналом Electronic Games, средний возраст девушек, играющих в видеоигры, был 26 лет. Лишь на четверть женская аудитория состояла из девочек до 16, примерно столько же было в возрастной группе от 16 до 25. И целые 40% приходились на группу от 26 до 40. Женщин старше 40 было 8%. В основном они приходили в залы с детьми или младшими сестрами, где и увлекались происходящим. Типичная геймерша, в статье она называлась Lazy Arcader, отдавала от 2 до 5 часов в неделю игровым автоматам и домашним видеоиграм, а примерно треть леди играла свыше 10 часов в неделю. Самыми популярными играми среди девочек были бейсбол, там вообще никого убивать не надо, Centipede. Разработчицей игры была Дона Бейли, одна из первых женщин в игровой индустрии. Я придумала сороконожку, потому что не люблю пауков. Defender. Его популярность была просто огромной и у мужчин, и у женщин. И, конечно же, Pac-Man. Я просто без ума от Pac-Man. Очень кстати, фирма Midway выпустила его женский вариант, Miss Pac-Man, который еще больше способствовал популяризации видеоигр среди женщин. Также леди предпочитали карнавал, расстрел игрушек в тире никому не причинит вреда, Space Invaders и Berserk. В своей рекламе компания Midway назвала игровые автоматы самой прибыльной идеей со времен нарезанного хлеба, предложив свою формулу успеха. Приходя за покупками, люди будут оставаться поиграть, а приходя поиграть, они будут совершать покупки. Поначалу реклама игровых автоматов выглядела достаточно скромно. Красавицы на постерах были в повседневной одежде или в футуристических костюмах игровых персонажей. Но чем более прибыльным делался рынок, только представьте, в некоторых городах возникали перебои с монетками. Тем более агрессивным становился и маркетинг. На постерах с автоматами обнимались уже девушки в купальниках и еще более откровенной одежде. Чтобы стимулировать приток новых геймеров, производители видеоигр проводили шумные массовые соревнования. All right, for the World Championship of Millipede, 3, 2, 1, shoot!
Их победители становились настоящими звездами, которых знали все подростки. And our winner is Ben Gold. And Ben, you're the world champion millipede shooter. Они ездили на гастроли по разным штатам с тучей влюбленных фанаток, зарабатывая на рекламе и показательных выступлениях. It's totally amazing. It's just totally amazing. Но в 1982 году в их рядах появились первые девушки. Самой известной была Ок Сухан, победившая на соревнованиях по игре «Сороконожка» в Чикаго. Кризис игровой индустрии 1983 года положил конец сверхприбылям аркадных машин. Но теперь за женскую аудиторию стали бороться производители игр для домашних игровых приставок. Впрочем, к тому времени леди-геймеры уже так уверенно освоили существующие игры, что девчачьи сюжеты не получили большого распространения. Зато видеоигры пополнились большим количеством привлекательных женских персонажей, ставших важной частью игрового пантеона. В наши дни огромный сегмент рынка занимает онлайн-игры в социальных сетях и многопользовательские игры, в которые девушки играют наравне с молодыми людьми. В блогосфере YouTube и Instagram каналы леди-геймеров не уступают по популярности каналам самых маститых геймеров-мужчин. С начала 80-х и по сию пору девушки-геймеры – равноправные жительницы вселенной видеоигр. Итак, наш фильм подошел к концу. Но это еще не все. С этого месяца рубрика, посвященная видеоиграм, будет выходить регулярно. Также хочу обратить ваше внимание, что у нас появился свой инстаграм-канал. Если вы хотите больше 80-х в вашей ленте, можете смело на него подписываться. А на сегодня это все. Новых вам рекордов. И не только в играх. We'll be right back.